Прямо сейчас в онлайн разворачивается очередной виток конфликтов крупнейших коалиций игры. Китайская коалиция Winterco заявила о атаке на территорию за инициатив за нарушение договора. Империум продолжает теснить Панфам на границах английского и дрона региона. И вроде бы все идет своим чередом, но не кажется ли вам, что за закрытыми дверьми происходит самый настоящий договорничок? Привет, с вами Кракен, и в этом видео мы обсудим последние события EVE Online и выясним, почему же все-таки это все похоже на очередной передел влияния на глобальной карте EVE Online. Не забудь поддержать контент своим лайком, поехали! Буквально год назад карта EVE выглядела вот так. Две огромнейшие коалиции, занимающие примерно по половине всего возможного пространства Клайм нулей. Пандафам, в чем составе было две мегакоалиции Панфама плюс Winterco, и Империум с союзниками в лице гунов и энитов. После падения B2 коалиции, на территории которого и столкнулись тогда столь многочисленные объединения, прошли месяцы, но тогда никто из лидеров не решался снять плюса со своих союзников, ведь это не гарантировало зеркального действия от их противников, которые вполне могли воспользоваться этой ситуацией. И вот ровно год назад, в ноябре 2024 года, происходит глобальный ресет. Блоки все-таки смогли договориться о взаимном ресете всех участников конфликта. Империум из-за инициатив становятся нейтралами, а взамен Панфам ресетит Winterco. Вместо двух огромнейших блоков в онлайн карта вновь делится на 4 сверхогромные зоны влияния коалиций. Шли месяцы, и на горизонте вновь замаячили серьезные конфликты, которые могут вновь вернуть карту к двухполярному миру, или все-таки нет. Империум переезжает в ангельские регионы и выбивает пандемиков с их территорий в ангелах, запирая их в дрон-регионе. Неприятненькая ситуация. А тем временем прямо под носом у Winterco уводят регион Клаудринга и несколько систем региона Фейда. Иниты рушат планы китайцев стать полноправными императорами всех северных территорий. Если вы смотрите мой канал, думаю, вы знаете, что конфликт инитов и фратов прямо сейчас разгорается все сильнее и сильнее. Звучат воинственные призывы по глобальной атаке инитов от ФРТ, заявления о нарушении каких-то договоров. Феникс.ко в торопях продают свой спейс Winterco, лишь бы не попасть под раздачу на севере. В общем, происходит типичное для EVE Online событие, но что если все это частичка куда более глобального плана? Во времена реалий двух огромных сверхкоалиций Панфам уже организовывал атаку, используя механику Зарзаха. Возможно, многие не знают про эту систему, некогда позволявшей огромным флотам перемещаться с одной части карты на другой конец без ссынок и без каких-либо серьезных проблем. Напомню, тогда Панфам даже смог урвать себе кусочек региона Кэтча, но был выбит силами Империума, когда они обратили внимание на столь дерзкое поведение на их территории. Тогда силы Winterco активно содействовали пандемикам, которые даже таймера поставили на явно китайский прайм, позволявший им без особых проблем танковать какие-либо попытки Империума выбивать их из региона Кэтча без привлечения серьезных сил. А аккурат после окончания этих событий разработчики игры и вовсе поменяли механику системы Зарзаха так, дабы не позволять блокам в будущем повторить столь дерзкие атаки. И вот проблема и противник приходят уже в дом Панфама. Каков шанс, что не будет вновь использована тактика, которая себя превосходно показала в регионе Кэтча год назад? Призвать сильнейший в китайскую таймзону коллектив фратов, самим атаковать противника в их таймзону, а вот свои структуры на границе держать в китайской ТЗ. Но внезапно в самый разгар конфликта Хурды и гунов начинаются разборки между инитами и ФРТ, которые могут быть как и случайным событием, так и акцией, которая создана специально для создания напряжения на одной из границ Winterco, вычеркивая их из глобального уравнения. В то время как фраты заняты инитами в регионе Клаудринга и Фейда, имперцы могут спокойно атаковать Гименат со стороны космоса Хурды, совершать дерзкие вылазки прямо в дрон-регион, к примеру, в регион The Spire, и быть уверенными в том, что Winterco не смогут успевать и там, а Хурде придется рассчитывать лишь на свои силы. Иниты получают контент, плюс еще один регион и несколько сверхопасных для фратов систем, которые могут быть использованы в будущем. В общем-то, происходит перетасовочка карт на столе. Но что же теряют иниты в таком случае? В своем последнем собрании Darkshines, лидер за инициатив, прямым текстом
текстом заявил, что вся грядущая кампания воспринимается им как оборонительная. Инитам предстоит удерживать не только весь регион Клаудринга, но и постараться удержать систему в регионе Фейда, особенно Е9КД, которая не только покрывает внушительные территории северных регионов Винтерко, но и может быть серьезным плацдармом для дальнейших атак. Насколько важна эта система, можно понять из того, что 3 сотни инитов буквально вчера все вместе поднимали АДМ, то есть крабили и копали огромным флотом, укрепляя окно уязвимости, и сейчас Е9КД уже почти имеет максимальнейший уровень защиты. На момент записи этого видео почти 5,6, что очень и очень неплохо. Но вот Винтерко после всех последних новостей очень сильно разозлились. Оборона слишком скучна, слишком уныла. Я хочу, чтобы вы атаковали без устали, постоянно разрушая щиты временных зон, чтобы они могли услышать, что мы идем за ними даже в их родном фонтане во время Евро-ТЗ. Сколько бы систем суверенитета, сооружений или титанов мы бы не потеряли, нас ничто не остановит. Пока, правда, не ясно, когда начнется вторжение сил северян, но на момент монтажа этого видео весь конфликт инитов и фратов застыл на приграничье, где обе стороны создают друг другу таймера без каких-либо серьезных сдвигов, а таймера фортизаров противника пока что попросту пропускаются. Как же в будущем стороны собираются продавливать друг друга, пока что хороший вопрос. Хотя и в недалекой для зергов Аридии были также зафиксированы попытки Фратернити установить парочку структур, которые были оперативно уничтожены инитами. Здесь интересно, что на стороне Винтерко в последнее время были замечены фениксы, которые не только продали свой спейс фратам на севере, потом, правда, слив часть бюджета на покупку скам-контракта одного Баргеса за 200 миллиардов исков, но и силы фениксов начали помогать Фратернити взять под контроль Митиноксы в лоусеке Ханит, явно оказывая местной сиге фратов некую услугу. С одной стороны, это, скорее всего, плата за договор о ненападении, ведь когда у тебя структуры спрятаны в Китай таймзоне, ты очень серьезно зависишь от игрока, который может создать тебе проблемы в это время. А с другой стороны, реализуешь хоть и таким подковерным способом амбиции по уничтожению ближайшего конкурента, которого в свою ТЗ ты уже не танкуешь. Все способы подобных противостояниях, как говорится, хороши. Тем временем иниты укрепляют границы, попутно отключая бриджи для усложнения логистики Винтерко. Для фратов появляется серьезная головная боль на границе с Аутер Рингом, и мне будет довольно интересно следить и за этим фронтом EVE Online. Ведь, как вы видите, конфликт между блоками в онлайн чувствуется даже здесь, в далекой Аридии и регионе Квариуса. Пока что инитам удается удерживать те территории, которые они успели захватить, но какого-либо масштабного удара Винтерко после их хайпа собрания пока что не наблюдается. И либо мы увидим это уже в ближайшие выходные, либо же произойдет пшик, и оба альянса просто встанут на болоте между своими территориями без какого-либо серьезного продвижения. В этом случае позиция инитов наиболее выигрышная, ведь по факту они уже удерживают все то, что им необходимо. Но а чем в это время занимаются имперцы, понимая, что они остаются один на один с Хурдой? Начинают атаку на Гименат. Внезапно вместо штурма напрямую Этериум Рича или же другой части границы регионов Outer Passage из Aspire, гуны выбирают пойти в обход. И сейчас у Хурды явно возникает настоящая дилемма. Банально неким закрывать еще одну дырку в обороне. Все альянсы уже удерживают другие территории, и рано или поздно Империум нащупает слабину. Напомню, что прямо на границе Гимената гуны устанавливают свой Кипстар, который не только покрывает несколько констелляций Этериум Рича, но и способствует дальнейшим атакам соседнего региона. Скорее всего, гуны сейчас продолжают давление без громких слов, без обещаний, без хайпа. Каждую неделю все новые и новые флоты создают Хурде проблемы. Граница Outer Passage полыхает и постоянно теряет то логистические бриджи, то целые альянсы. Основные силы гунов постоянно навязывают панфам крупные бои. А Хурда, Хурда, как я понимаю, сидит в обороне и оттягивает неизбежное — прорыв границы силами Империума. Видимо, после стольких отступлений панфам попросту теряет свой наступательный потенциал и будет надеяться, видимо, лишь на то, что Империуму банально надоест тыкать палочкой соседа. Но, к сожалению, так уже вряд ли сработает, и имперцы будут и дальше продолжать генерить себе контент, попутно нанося соседу все больший и больший репутационный урон. Что вы думаете о последних новостях EVE Online? Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии, особенно игроков из альянсов, упомянутых в этом видео. Спасибо за просмотр и поддержку моего контента по EVE Online. Не забудь подписаться, дабы не пропускать новые видосы по Евке. Fly safe, капсулир.